Здравствуйте, мои воображаемые друзья! Сегодня с вами, как обычно, Дуч, товарищ Маптюк, Гой Гая! Гай-Огой. И в качестве глаза из пылающей руны с нами сегодня товарищ Вован. Гой Гая, всех приветствую. Гай-Огой. Гой. И сегодня мы поговорим о творчестве Дэвида Линча с точки зрения магизма-колдунизма. Как уже неоднократно упоминал товарищ Маптюк, все творчество Дэвида Линча это довольно точная экранизация различных инольных движений. Ну что, приступайте. Кстати, Дуч, вот я опять замечу, твой голос пропадал. Не знаю, Вован, у тебя пропадал его голос иногда, вот в самом начале? У меня такое впечатление, что у кого-то из вас лагает интернет, потому что ваши голоса иногда раскладываются в цифру. Но вот обычно лагать интернет у нас как бы и не может особо. Ладно, Так, ничего страшного. Давайте начнем, а там будет видно. да. Пусть товарищи и братья поддержат нас своим намерением. Да, это видно опять провокационные инсектоидные движения. Ну, что тут, Вован, расскажем сначала, наверное, сюжет первых двух сезонов Дэвида Линча, несмотря на то, что сезоны большие, но основного сюжета инольного там не так уж и много. Там буквально, наверное, сериях в 3-4. В 3-4 не знаю, там просто очень много побочных линий, которые ни на что не влияют. Основной сюжет, да, там довольно короток и прост. Хотя, знаешь, надо упомянуть тогда все. Если ты помнишь, просто вот я помню вот этим который вот у нас на картинке, типа Буратино такой вот мальчик там появляется, еще такие странные персонажи всякие. Вот ты их, наверное, имеешь в виду, как побочные. Нет, я их имею в виду как побочные всяких официанток, всяких дальнобойщиков типа Лео, его брата и прочих разных скудоумщиков, которые там только для того были, чтобы детективную линию разбавить, чтобы было людям угадать, кто убийца. Ну, нам-то это, собственно, вообще не интересно. Нам интересен именно инольный сюжет в первую очередь, потому что он наиболее непонятен. Зачем нам рассказывать сюжет, который как бы и так всем понятен? Абсолютно согласен, тем более, что он не переносится в третий сезон абсолютно никак. Ну да. Как бы Дэвида Линча, вот я заметил, вернее, я даже особо и не замечал, только так, в френдленте странные такие вопросы, что употреблял Дэвид Линч во время съемок этого третьего сезона, да, это уже... Дозы маразма, я полагаю. Ну, не знаешь, но употреблял, ну, ничего мог не употреблять. На самом деле достаточно только сновидеть, и потому что Дэвид Линч очень хорошо именно передает сновиденные инолы. Для этого употреблять, кстати говоря, ничего и не надо. Вот. На мой взгляд, тоже он все время пытается экранизировать сны, архетипы снов и, собственно, инол, то есть ту третью плоскость, о которой мы когда-то говорили. Третий уровень сна, когда ты можешь делать то, что хочешь, выполнять квесты, общаться с другими сновидцами и так далее. В общем, кто хочет, может старую нашу запись послушать, если она здесь где-то у вас есть. Есть, ее должны были прослушать, в общем-то, все уже, кто интересуется инолом. Ну, давай, Вован. Хотя, знаете, я вот что хочу сказать. Линч, он снимает вот как основную локацию вот то, что называет красным вигвамом. Вот это вот... Черным вигвамом, на самом деле. Красным. Черным. Потому что все смотрят на красные занавески и не могут удержаться. Для того, чтобы не назвать его красным. Хорошо. Значит, черный вигвам — это... На самом деле в Иноле есть такая локация. Она находится в подвале здания, на мой взгляд. Ну, я бы вот, кстати говоря, она, с одной стороны, кажется серьезной, но только... Хотя сложно. Она действительно серьезная локация, но если вот ее описать вот с точки зрения уже нашего опыта, уже прошедших их, то это локация такая довольно, где сплошная ложь, то есть она довольно лживая. Ничего, может быть, как вот какой-то древний архетип, она действительно могла использоваться в качестве инициации каких-то,
А в данный момент там вот действительно очень много паразитических сущностей, которые вот пытаются вам вскрыть мозг. Поэтому делать там особо... Конечно, там есть чего, потому что инициацию-то как бы маг должен пройти, но она становится стократ опасней из-за всяких вот таких паразитических сущностей и из-за того, что сама эта система уже как-то работает совершенно неправильно, а захвачена вот теми, кого мы называем лемурийцами или... Хотя, на мой взгляд, мы уже это давным-давно уже как бы вычистили, но это может быть только как-то для нас оно вычищено, а для других-то там может быть довольно опасно до сих пор. Ну, лично я могу сказать по собственному опыту, что я был, конечно, в той локации в сновидениях, но там нету никаких красных занавесок, во всяком случае, я не видел, и клетчатых полов, но, как ни странно, там есть именно граммофоны такие старомодные с раструбами. Мне показалось очень замечательным то, что в начале 3-го сезона Линч это попытался изобразить. Как, собственно, многие вещи, фишки из снов перетащены в реал и показаны в его сериале и фильме. То, что, например, все говорят задом наперед, кроме, собственно, сновидца. Это прямая сновиденная фишка. Если вы сосредоточитесь, вы поймете, что во сне действительно все говорят задом наперед, как ни странно. Ну и плюс граммофоны, которые в темном помещении, у которого, как правило, нет одной или двух стен, играют странную музыку. Это была довольно опасная локация, там множество враждебных нам сущностей было в свое время. Но сейчас там стало как-то, в общем, потише и довольно скучно, хотя граммофоны до сих пор играют что-то. Вот видите, мы для вас освободили такое козырное место. Теперь вы можете безбоязненно приходить в черный вигвам. Вас с гораздо меньшей вероятностью там съедят. Но, я думаю, что черный вигвам — это такое же маразматическое название из головы, как и любое другое. Просто Линчу нужно было как-то обозначить локацию, он ее обозначил таким названием. Может быть, он ее именно так и увидел, с занавесками красными. Я вот тоже красных занавесок особо не припомню там. Там самое главное — это вот эта вот странная музыка, как бы даже в стиле блюз или фокстрота. Да, бесконечный фокстрот, это говорили мне во сне некоторые сущности. Ну, не знаю, фокстрот это или нет, я бы не сказал, что это фокстрот. Она больше на блюз, на самом деле, похожа, чем фокстрот. Но очень странная музыка, вот Линч ее тоже попытался передать в фильме. Ну, вот похожая, да, узнается сразу, хотя каждый слышит ее по-разному. Она может иногда даже и в виде веселого кантри быть в некоторых событиях. То есть главная фишка этой локации — это вот эта вот странная музыка. И, ну, надо там, короче, побывать, чтобы ее узнать как следует. У Пелевина хорошо есть вот такой момент, где он говорит про музыку биения жизни. Вот это вот и есть биение жизни в виде музыки. Такое вот странное биение жизни. Ну, возможно, это что-то из подсознания. Ну, неважно, Ну, да, тем не да. менее, основной сюжет мы будем пересказывать. Да. Основной сюжет не очень сложный. Значит, существует некое поселение Твин Пикс, которое располагается на старом индийском стойбище. И это стойбище находится где-то в глухом лесу, и там якобы водились индийские духи, которые создали такое, ну, магическое место, хорошее или нехорошее, вопрос 10, но тем не менее место силы, очень мощное. Дальше, когда-то, по словам одного из персонажей Майка, существовало два человека, Боб и Майк. Они оба были одинаковые, они были колдуны, то есть люди силы, как минимум. И у обоих была метка на левой руке. Они поклялись в служении злу и следовали своему пути. После этого Майк, как он выразился, увидел лицо Бога, раскаялся в пути зла и отрезал себе левую руку. А Боб остался служить так, как служил раньше. И в какой-то момент Боб стал, значит, полностью инольным персонажем, то есть переместился вместе с телом полностью вот в это вот инольное пространство. А от Майка осталась рука, которая превратилась в карлика или человека из другого места, как он сам себя называет. Поэтому Майк одновременно существует в двух мирах. В нашем мире просто как сталкер, и в том мире в виде, ну, аватара в виде руки, которая имеет какую-то собственную, ну, какую-то самостоятельность. Ну и далее все крутится вокруг того, что Боб вселяется в людей, у него есть собственные аватары, которые кормят его гормонбозией. Гормонбозия — это такое, как бы, изображенное вещество из крови с кукурузой и с сахаром.
символизирующая боль и страдания. Ну и Боб, собственно, питается также эта так называемая рука. Ну и вообще много кто в этом вигваме любит закусить гормонбози. Это их основная пища. Ради этого они, собственно, все и делают. Как показано, во всяком случае, в сериале. Вот. Ну и далее Боб вселяется в одну из своих аватар. Это человек по имени Лиланд. Он является отцом некой Лоры Палмер, которая с детства наблюдает за своим отцом и видит эту его двойственную природу. При этом сама Лора Палмер является одновременно школьницей, примерной отличницей, тихой девочкой и так далее. В общем, ну, такой конфеткой, принцессой. Но в то же время в какой-то момент она становится шлюхой. Но не такой, не то, что там по вызову. Она не зарабатывала этим на жизнь, она это делала просто по приколу. Ну и к тому же она была наркоманка, то есть нюхала кокс и снюхилась со всякими странными людьми, типа дальнобойщиков, когда ей было по приколу пойти потрахаться с ними куда-нибудь за город. Однажды Боб вместе с Лиландом одновременно, ну, сложно сказать, кто из них, Боб, скорее всего, узнает о том, что Лора, ну, как бы падший ангел, и ему открывается возможность уничтожить ее, что он, собственно, и делает. Ее отец в тот момент находится тоже полностью в сознании, но он не может контролировать Боба, поэтому фактически собственный отец убивает Лору Палмер. Погоди, а разве ее отец еще и не потрахивал Лору? Я вот что-то... Или... Он ее сам вроде... Я не помню точно, в какой-то момент он оказывается в том вагоне, где ее трахали вместе с ее подругой. Подругу почти убивает, она там в бессознательном состоянии оказывается, а саму Лору убивает ее отец Лиланд. Ну не знаю, может я что-то подзабыл, но мне казалось, что разве ее отец, как бы он ее не насиловал? Это или что-то... К сожалению, я не помню, насиловал он ее или нет, на мой взгляд, это несущественно. Ну, фиг его знает, ладно, пусть будем считать, что несущественно. Вот далее появляется агент Купер, которого послал его начальник, глухой человек, забыл, как его зовут. Который играет сам Дэвид Линч, да, играет. Вот этот очень интересный персонаж, я думаю, мы его отдельно рассмотрим чуть попозже. Потому что он очень крутой сам сталкер, маразматик и явно, ну, в курсе того, что здесь творится всякая паранормальная чертовщина, если выражаться обычными словами. Ну и сам агент Купер появляется в городе, который ведет расследование не совсем обычным способом, и он довольно открыт всяким новым идеям, вроде потусторонних черных вигвамов, сущностей, вселяющихся в людей и всего остального. Далее расследование идет довольно запутанно, но в итоге Купер выходит на Боба, узнает, что сделал именно Боб, убил Лору Палмер, и в итоге Купер оказывается в красном вигваме полностью во власти Боба. Боб создает черного двойника Купера, вернее злого двойника, что тоже является сновиденной концепцией. И в решающий момент из вигвама выходит на волю именно двойник, а не сам Купер. Купер же остается в вигваме на 25 лет, захваченный демонами. Вот, собственно, главный сюжет всего того, что было до 3-го сезона. Вот, кстати, вот еще хочу обратить внимание. Я до этого рассказывал на закрытых стриме про локацию лабиринта. Так вот, вот этот вот черный вигвам — это локация ложного лабиринта. И я бы вот не сказал, что это действительно злой двойник, это скорее ложный двойник. Я вот не считаю, что вот именно это по-настоящему злой двойник. Злой двойник, он как бы в настоящем лабиринте существует. Вот как бы мое дополнение. Вован, что-то на эту тему можешь сказать? Или ты считаешь, что там именно вот злой двойник? Или это... Я могу сказать, что мы с тобой в данный момент только изучаем концепцию злого двойника, потому что я видел нашего злого двойника, и вы видели моего злого двойника, но до сих пор мы еще не имели возможности ни поговорить с ними, ни вступить как-то в контакт. Единственное, что они делали, атаковали, поэтому тут пока что пространство только для предположений, на мой взгляд. По поводу двойника могу добавить сам я. Ну, есть такая фигня с доppelgängerом, двойником и всем таким прочим. По моему опыту, это просто сновидческое тело человека. Просто из-за того, что сейчас принято сбрасывать все, что человеку не нравится, в так называемое подсознание, это копится в его сновидческом теле. Поэтому при встрече воспринимается как злой двойник. Хотя это
не двойник, это просто часть человека. И возникает вот эта ошибка, когда человек пытается с этим своим двойником сражаться, по факту сражаясь сам с собой. И, как правило, это заканчивается коллапсом. Если не сбрасывать всякое говно в так называемое подсознание, то при встрече с двойником никаких конфликтов не будет. Я встречался со своим двойником и обменялись довольно полезной информацией и с ним побухали. Ну вот. Но вот эти все, наверное, вещи мы, может быть, потом обсудим. Уже они более закрыто будут идти, потому что они более сложные, более магические. Вот. Тут, наверное, у нас возникло сейчас небольшое недопонимание, но это мы уж или на закрытом стриме обсудим, или отдельно, потому что, на мой взгляд, это вообще уже на самом деле каждый из нас рассказал 3 разные концепции, вот, на мой взгляд, по поводу двойников. Сейчас мы углубляться в это не будем. Вот. Но вот я хочу заметить, что вот действительно эта локация является, с одной стороны, важной, а с другой стороны, она полна лжи, как я вот считаю. Вот именно вот этот черный вигвам линческий. И вот именно в той локации вообще верить никому нельзя, и особо там общаться ни с кем и не надо. Там все Какой в той? Вот в линчевской локации, вот где с красными занавесками. Понятно. Вот. Но есть еще вторая локация, на самом деле. Есть такой фильм «Огонь, иди со мной», который дополняет сериал. И там есть локация, которая упоминается как магазин мелочей. И что в комнате над магазином мелочей собираются Майк, Боб, и вообще показано, что там собиралась вся веселая компания. То есть 2 бомжа, Буратино, бабушка и внук, Боб и человек из другого места вместе с кольцом, и делили там гармонбозию. Ну и добывали тоже там. Так вот, на мой взгляд, это полноценная сновидельная локация. Называется она в нашей интерпретации «Раздевалка». Находится рядом с общественной помывочной. Место, конечно, магическое и довольно злое. Но мне было приятно, что у Линча некоторые моменты с нами очень совпадают в его опыте явно. Как, Да. собственно, концепция злых двойников и так далее. Вот тут хочу заметить, что действительно, вот у Линча что изображено так, мы можем видеть совершенно по-другому. Но по некоторым чертам, то есть тут не перепутаешь. То есть визуальный ряд, он может отличаться, но главное это именно настроение и вот некоторые фишки, которые можно понять именно побывав именно в Эноле, в той локации. Хотя увидеть ее можно именно по-своему. Каждый видит именно исходя как раз вот из образов своего опыта, своих, а я думаю, даже и вот какого-то менталитета, именно зависящего от страны. Потому что вот некоторые локации американские, они явно тут совершенно по-другому будут выглядеть. То есть это тоже большое влияние оказывает. Ну и как, собственно, американское здание, где установлен стеклянный куб. Ну к этому мы вернемся. Это же уже немножко, это уже 3-й сезон. Значит, нужно закончить еще с началом. То есть, вот, Мне кажется, стоит пройтись еще по визуальной части. Вот когда ты, товарищ Маптю, говоришь про настроение, я просто вижу, какими инструментами это достигается. Он использует визуальный ряд, наиболее приближенный именно к новическому. Например, заметьте, у него переходы между сцен мгновенные, без всяких затемнений и прочее. Вот точно так же, как в сновидении, там мгновенный переход между сценами. Общие планы тоже они сделаны именно так, как ты все видишь в сновидении. Опять же, товарищ Вован упоминал, что вот в этом черном вигваме все говорят вот таким вот странным образом. Если повспоминать свой опыт, то когда встречаешься с серьезными неорганиками, ты тоже начинаешь говорить вот так. То есть ты пытаешься говорить нормально, а получается у тебя вот так вот. Говорить, как вот все эти существа в черном вигваме. Это нужен Да, еще какой... очень страшно в такой момент, когда... Да, страшно до усеру, намерение... и это, как правило, либо человеческий покойник, недавно померший, либо это какой-то такой матерый неорган должен быть. И он именно вот, как сказать, он хорошо передает именно визуальный ряд, то, как это видится в сновидении. То есть такое впечатление, что он осуществил мою старую мечту и протащил видеокамеру с собой в сновидении. На мой взгляд, еще могу добавить, вот в фильме «Огонь, иди со мной» есть целый эпизод, который как бы обрывается в никуда, который показан внутри самого ФБР. Там старый агент
Филипп Моррис, кажется, его зовут, в белом пиджаке появляется, выходит из лифта. А до этого Купер несколько раз делает контрольный замер. Во сне они уже или еще не во сне, когда выходит под камеру, потом заходит в помещение с мониторами и смотрит, что на камере. И там очень классно схвачен момент, когда просто без перерыва, мгновенно, они все оказываются в сновидении. Сновидение наступает в тот момент, когда из открывшегося уже лифта через паузу выходит этот человек в белом пиджаке. То есть в этот момент началось сновидение. В этот же момент Купер сам себя на мониторе с третьей, по-моему, попытки видит, что он стоит в коридоре. И тот человек в коридоре проходит мимо него, ну, то есть того изображения в коридоре, не задев его, то есть не проходя сквозь него, он его тоже видит. Ну и дальше следует классическая концепция сновиденческого кошмара, когда приходит даже знакомая сущность, но она пытается донести ценную информацию, но вместо этого только пугает всех вокруг себя. Ну и плюс прикольная реакция того же сталкера Линча, который в этой сцене начинает вызывать помощь по интеркому, но ему никто не отвечает. Классическая концепция повседневного кошмара, когда вы, например, можете увидеть во сне собственную квартиру, в которой, ну, что-то пугающее вас завелось, или какое-то очень знакомое место, в котором кто-то за вами гонится, например, лестницу собственного подъезда, или школу, там, ну, что-то в этом роде. Мне очень понравился этот момент, жаль, что он больше ни с чем особо не связан в концепции сериала. Я вот хочу напомнить, мы про сюжет-то основной рассказали уже первых 2 сезонов, или еще нет? Да, рассказали, но там ничего особенного нет. Если смотреть трезво, то все остальное — это вода, которая добавляет атмосферы, добавляет новых персонажей и так далее. Таких интересных, как Дама с поленом, например, или Хок, или Парни с щитами. Но все это подробности, которые нас конкретно в области сновидения особо не цепляют, на мой взгляд. Ну вот я вкратце расскажу, как я вижу, что, значит, агент Купер молодой и неопытный совершенно сновидец, то есть показано, что он неопытный, потому что он совершает довольно много ошибок, и с моей точки зрения главная ошибка, что он вообще пытается разговаривать с этими явными неорганами, то есть общается он, на мой взгляд, в черном вигваме именно с конкретными неорганами, с которыми общаться смысла никакого нет. И он совершает вот эту вот ошибку. А уже совершая одну ошибку, за ней все как бы и тянется. И кончается все, на мой взгляд, очень даже логично. То есть я ожидал, что Купер именно попадется в эту ловушку, и действительно вместо него выходит наружу его двойник. А сам Купер, да, остается именно в сновидении. То есть буквально он захвачен неорганиками вместе с телом. Такое тоже может произойти, это вполне реально. То есть не обязательно неорганики могут украсть как бы ваше, то, что называется, энергетическим телом, и вы в коме не проснетесь. Они могут вас в том числе украсть и физически, если их много соберется матерых, а там как раз показана их целая банда, этих неорганов, штук 7, наверное, вот, если их всех вот вместе собрать, или 5, сколько их там? Ну, в той сцене над магазином мелочей, которая в фильме, которая в сериале отсутствует, надо посчитать. Ну вот, в принципе, неоргаников 7 вполне могут человека ухватить. 7 или 8, смотря как считать. Если Майка не считать, то 7. Ну вот 7 это вполне такая банда, от которой нужно бежать, сломя голову. И в принципе бежать, сломя голову, стоит уже даже и от 5. Вот. С 3 еще можно поколупаться, а как бы... Зависит, в образах сериала это зависит от количества гормонбозий у них и у тебя. Ну да, кстати, да, неорганику рознь, но вот ихняя сила растет, не знаю, в какой прогрессии, может быть, в геометрической как раз вот, от их количества. Да, вот. По большому счету они хотят напугать, закрутить, высосать энергию, пожрать за ваш счет, и все высосать, что смогут. И как следует напугать. Может быть, даже и похитить. Да, но поэтому... это уж если совсем. Да, если вы совсем вот так заинтересуетесь и будете с ними вместе проводить расследование какое-то, пытаясь выяснить что-то. То есть выяснять тут ничего не надо, ничего полезного вам не расскажет. Вот сами подумайте, что узнал Купер. Ну, по большому счету, он и так знал, кто кого убил. Ну, мог бы и так догадаться. Нет, вот еще у неоргаников тоже пример как раз показанный в этом Дэвиде Линче. Они запутывают какими-то событиями. Начинается какой-то сюжет, и он дальше, как фрактальное дерево, все больше и больше углубляется в мелочи, и в этом сюжете можно бесконечное количество времени провести.
Тоже одна из их стандартных ловушек внимания. Да. Вот в фильме Дэвида Линча вот это показано, ну как, на мой взгляд, даже, может быть, и не очень хорошо показано поведение неопытного сновидца, который вот попал в большую передрягу. И понятное дело, что как раз продолжение, которое будет через 25 лет, вот мы, кстати говоря, ждали с Аланом, мы были уверены, что это Линч не просто так сказал, а действительно так и будет. Линч сказал, что будет продолжение через 25 лет еще тогда. Вот. Да, Поэтому... я помню, мы с Муптюком обсуждали это еще в 98-м или 99-м году, что продолжение обязательно будет. Да, вот, и, собственно говоря, дождались его. И понятно было уже, что именно какой сюжет будет в этом. То есть понятно, что покажут агента Купера, ну, вернее, в роли агента Купера. То есть вот вокруг чего и будет крутиться сюжет. Соответственно, это нам и показали, и показывают, вернее. Так, что-то вот я потерял мысль. Значит, начнем уже тогда с сюжета, который показывается в новом сериале, да? Да, вполне можно переходить, я думаю. Ну вот, кстати говоря, меня наиболее заинтересовало, что как раз вот главная интрига, и я вот думаю, что главную интригу мы как раз именно не раскроем. Вот меня вот больше всего, для меня именно такой интригой, над которой можно подумать и которую можно решить именно как раз с точки зрения сновиденного опыта, это вот такой вопрос. А что же происходит именно в этом небоскребе, где вот этот стеклянный куб, и где на самом деле все это расположено? То есть вот какой вопрос. И что это за интрига, что там происходит? Вот мне кажется, вот это вот главная интрига будет этого сериала. У меня есть, догадки. Но вот я думаю, вот их раскрывать особо и не стоит. Можно только упомянуть, что это тоже и нольная локация, только это вершина этого здания. То есть, если есть, вот как раз я считаю, что Черный Вигвам — это подвал здания, то вот этот вот куб, он находится как раз именно на вершине этого же самого здания. Вот. Да, я абсолютно согласен. Мало того, я считаю, что та сущность, которая появилась в кубе и растерзала двоих, вполне возможно, что это могло произойти именно в кошмаре. Но этот кошмар был настолько силен, что последствия переместились в реал. То, что это был кошмар, мне указывает то, что охранник бесследно пропал, а вся сцена повторилась в точности в тот момент, 2 раза за 2 серии. То есть первый раз нам показывают только сущность, второй раз нам показывают, что только что мимо пролетал агент Купер. При этом Купер никого в комнате не видел, поэтому он мог находиться все еще в сновидной реальности, несмотря на то, что он показан присутствующим в кубе. Поэтому, на мой взгляд, Куб не смог сфокусировать, и Купер проследовал в концепцию, собственно, душевой. Или бойлерной. Сущность задержалась из-за того, что ее оскорбило присутствие 2 голых идиотов. Вот, Вован, ты всю главную интригу раскрыл, на мой взгляд, и я хотел это... То есть вот это вот является как раз, на мой взгляд, главной сюжетной интригой. То есть вот этот вопрос, где это на самом деле происходило. И она как раз отвечает на вопрос, а что же там на самом деле происходит. Ну, ладно. Раскрыли так раскрыли. Можно сказать, мы раскрыли сейчас главный сюжет интриги Линча, который, мне кажется, в этот раз он, мне кажется, снимает полностью самостоятельно. И это дает намеки на то, что объяснять вот он как раз вот эту концепцию ни хрена и не будет. То есть все так и будут задаваться вопросом, что же употреблял Линч. А мы вот вам как раз и рассказали с точки зрения... Да, если вкратце суммировать то, что мы сказали, эта локация существует в 2 экземплярах. Первый экземпляр в реале и точная копия этого места, вернее, точная копия построенного в реале сновиденного места, сновиденной локации. На это употреблено очень много внимания, средств, денег, и энергии магической. Явно там был какой-то крутой сталкер, который очень точно установил параметры комнаты, и ее повторили в реале. Специально для того, чтобы продублировать ее. Так, начнем... Ну и, соответственно, там стоит магическая призма, которая способна из сновиденной реальности перетаскивать в настоящую реальность сущности. Ну ладно, сам сюжет с чего начинается? Он как раз с этого момента и начинается, да? 2 голых идиотов кончают, и
вот я что хотел обратить на что внимание. Почему Купер вообще умудряется выйти из своего заточения? Потому что его каким-то образом на 25 лет закрыли, но они не могли, они дали какой-то зарок явно. А дав зарок, они не могли его не исполнить. Вообще да. затащить невинного человека, который им ничего плохого не сделал навсегда, они явно не могли. Не хватило бы энергии. Вот как раз это вторая главная концепция по главности. То есть Купер хоть и дурачок, но у него хорошая карма. То есть он показан человеком хорошим. То есть несмотря на глупые поступки, у него все равно за счет вот этой несправедливости, что с ним творится, у него как бы образуется удача. То есть и за счет этой удачи он как бы и должен выбраться. Ну и кроме того, что это еще и именно зарок. То есть они не могли вот так вот полностью раз и до конца всю эту ситуацию провернуть. То есть и поэтому и главный смысл сюжета, каким образом Купер настоящий сможет выбраться назад и сразиться с Бобом. Он сделать это может только за счет своей удачи. Примерно как вот этот Хоббит покарал Саурона. Примерно вот я думаю, что сюжет будет немножко повторять вот это. То есть Бобу будет не вести сильно, а Куперу будет очень сильно вести. И это я бы хотел прокомментировать, что тут раскрыта очень важная магическая практика маразматиков и маразматических магов, так называемое накопление удачи. Это очень важная техника. Грубо говоря, преследованием неудач осмысленным можно накапливать себе удачу и в решающий момент ее тратить. Естественно, Купер просидел 25 лет заперти, неизвестно где, к чертовой матери, накопил удачи неимоверное количество, что нам ясно показано в сцене с казино. Вот тут только хочу добавить, что Вован именно большой эксперт именно в магии удачи. Я, конечно, меньше в ней понимаю. Вот. Но общие принципы, мне кажется, тут должен любой маг понимать, потому что если у вас нет удачи, то вы можете помереть ненароком. То есть выйти на улицу, и кирпич по голове вам может ударить, или гопники какие-нибудь, или еще что-то в этом роде. Машину сбить чаще всего. Вот. Поэтому нужно чувствовать, когда у вас есть удача, когда нет. И когда я бы добавил, что если вдруг рядом с вами упал кирпич или вам машина проехала по мыску ботинок, это не значит, что вы просто так отделались. Вы истратили довольно изрядный кусок удачи, и вам теперь очень долго нужно копить ее снова. Естественно, все это может дойти до того, что вашей удачи не хватит, и вы погибнете неожиданно, но, как правило, все-таки людям ее хватает. Вот вчера, например, 11 человекам не хватило удачи, чтобы пережить ураган. По-моему, уже большим даже не хватило. Там насчитали уже больше. Кстати, хороший пример. То есть вот такие стихийные бедствия, они примером таких... А может быть, действительно, у них было столько неудачи, что вот только ураган их мог покарать. Может быть, ураган был на самом деле добрый. То есть покарал только злых людей, у которых не было удачи. Так. Значит, что там по сюжету происходит, Вован? По сюжету происходит то, что существует, значит, добрый Купер, который из Вигвама пытается вырваться, так как наступили сроки. Какие сроки мы пока не знаем, нам это не раскрывается, но явно был дан какой-то зарок. Есть Купер Боб, злой двойник, который существует в реале и не хочет возвращаться назад в Вигвам, хотя тоже знает, что срок подошел. И есть некий Голем Дуги, которого создал явно злой Купер с той целью, чтобы отправить его обратно в Вигвам. При этом Голем Дуги явно, тоже непростая такая машинка, хоть Майка называет его бездушным гомункулом, который уже выполнил свое предназначение. Но мне показалось забавным то, что этот Дуги тоже блевал гормонбозией. Это указывает на то, что Дуги подпитывался болью и страданиями окружающих его людей. Я думаю, близких людей. Именно поэтому Дуги наделал столько долгов, и его жена довольно сильно страдала по этому поводу. То есть Дуги тоже выкачивал из окружающих энергию для собственной подпитки. Ну и дальше, когда Вигвам признал все-таки, что Купера пора вернуть в реал, он пытался вернуть двойника Купера Боба, но Боб выдержал и не блеванул гормонбозией, а Дуги не выдержал и блеванул. Боб блеванул. Боб блеванул позже и потерял всю энергию, но Дуги тоже блеванул и потерял энергию раньше. И так как Дуги потерял энергию раньше, его затянуло в Вигвам,
А Вигвам подумал, что все, больше ничего не надо затягивать. Купер двойник блеванул, потерял всю энергию и сознание, но не затянул его в Вигвам, потому что уже кончилось. Тут вот я хочу сказать важный момент, который немножко изменил сюжет Линча. Вот я такого поворота как раз не ожидал. То есть я ожидал, что будет именно про Боба. Тут для меня неожиданно было само поведение Боба и сама личность Боба. Боб здесь уже показан вовсе не как не органик, а как крутой колдун древности какой-то. Он вот напоминает как раз вот классических вот этих древних магов, которые идут порочным путем и очень любят жизнь, и из-за этого и творят всякие непотребства. Потому что действует он на редкость разумно и явно никак не органик. То есть это натуральный какой-то, вот больше похоже даже не какого-то современного мага, который вот вместе с Майком творил зло, типа начитавшись там про сатану или еще что-то, то есть, а больше похоже на какого-то вот именно толтекского еще мага, который решил продолжить жить в этом, так сказать, мире. И, соответственно, и собирается жить, потому что он использует очень хитрые такие примочки, на которые вот они именно побольше похожи на человеческое колдовство. То есть, и понятное дело, что и Голема он этого создал не просто так, именно для того, чтобы его подставить. И как раз именно не просто подставить, а именно запутать и самого Купера. Потому что где там Купер находится, я вот считаю, что он вовсе, может быть, и не в реале до сих пор находится, а в какой-то параллельной ветке. Вот вполне такое может быть. И вот этот куб магический, скорее всего, тоже Боб замутил, потому что вот сложно представить. А это классическая какая-то магическая конструкция, то есть представления о ее создании тоже могли иметь только вот какие-то мощные колдуны древности. Ну, это мое мнение по этому поводу. И это как раз меняет, потому что Боб изначально показан как все-таки довольно такой вот, больше он именно на неорганика похож, только вот пожрать страдания и вот никаких особых хитрых планов он не демонстрирует, вот, на мой взгляд. Хотя, может, у него энергии было мало, поэтому он и не такой хитрожопый был. Поэтому, я бы мог сказать, что мы еще мало. Все 4 серии из 18, мы еще не можем так полно комментировать все, что там происходит. Ну, вот мое предположение. Может быть, я ошибаюсь, действительно. Но у меня такое впечатление сложилось о сюжете. Скорее всего, сейчас будет как раз квесты Реала, то есть вот поэтому сначала Линч выпустил 4 серии, вот, а я бы добавил, что Купер выходит из Вигвама через задницу, тоже благодаря гигантской накопившейся удаче. И делает он это явно, так сказать, неправильным путем, потому что вначале его атакует злой двойник дерева, явно пытается его убить. Купер проваливается сквозь ткань инольного сна и попадает на второй уровень снов в сценарный кошмар. Вот локация, в которой слепая китаянка его ощупывает и в дверь кто-то ломится, это сценарный кошмар классический, когда маг не может управлять, ну или может, но только частично управлять тем, что происходит вокруг. Кошмар воплощался в том, что кто-то ломится в дверь, а китаянка, которая выглядит очень непривлекательно, скажем так, ну, совершает какие-то странные действия, вроде как пытаясь его спасти, но на самом деле только нагнетая панику и делая странные вещи. Дальше он пытается выйти из этой локации, но обнаруживает, что за пределами кошмара ничего не существует. Ну, то есть изображается как космос, в котором летает голова майора Брикса, вспомнившая о голубой розе. Но все это такие вещи, которые у него были где-то в затылке, на границе восприятия. На самом деле это просто сценарный кошмар, из которого он вышел уже в реал. Потому что смог просочиться сквозь розетку. То есть показано, что его дух не смирился и все равно нашел свой путь из Вигвама через сновидение, через кошмар. То есть поднимался из глубины наружу, пока наконец не всплыл в реал. Это как раз показывает, что сам Купер как сновидец ничего из себя не представляет. То есть он делает ошибку за ошибкой и продолжает делать ошибку за ошибкой. Да, кстати, кто не знает, в дверь ломилась классическая бука, то есть просто страх. Это на самом деле не было никакой сущности, ничто не стояло за этим. И умудряется более-менее через жопу выйти только за счет накопленной удачи. То есть удачи у него действительно просто до хрена.
И, кстати, Вован, ты не рассказал, в какой локации все вот это происходит, вот эта слепая китаянка. Ну, локация бойлера, классический подвал здания, там связка из общественной помывочной, из, значит, душевой так называемой, из бойлерной, из раздевалки, и там есть переход как раз в локацию школы, либо на вокзал, в подвал здания. Ну, это наше с тобой видение. И не только, и есть еще переход в локацию, как я бы его назвал бы, Silent Hill. То есть это вот локация, как раз смычка, в том числе с более низким, я бы назвал, уровнем Инола. Там вот именно все как в Silent Hill происходит. Можно... Вот в Silent Hill там тоже показывается, они заходят в туалет какой-то, и стены начинают вот так вот просачиваться, и, то есть вот железные решетки, какой-то огонь, и всякие добрые сущности ходят с тесаками. Я бы сказал так, в зависимости от удачи, все локации, которые я назвал, так начинают выглядеть. А обычно, когда там присутствуют, ну, скажем так, враги высокого левела, ну, опасно в такие моменты находиться в общественной помывочной и всем, что ее окружает. Но вот именно попасть вот в этот совсем уж низкий уровень, вот чаще всего именно оттуда и можно. Вот, так что вот можно попасть еще и в Silent Hill, я бы его назвал. Хотя... Товарищ Маптюк, тебя не слышу. Бесы волокли. Ну, мистер Дуч, что вы можете нам сказать по этому поводу? По поводу вдохновения бесами товарища Маптюка? Нет, по поводу того, что нам показывают в сериале в данный момент. Сложно сказать. Я пока разобрался только вот с этой поддельной куклой, которую замутил злой двойник, скажем так, Купера. Насколько я понимаю, изначально по-хорошему должен был Купер заместить своего вот этого двойника в автомобиле и оказаться на его месте. Но так как он удержался и не сблеванул, то он оказался на месте вот этого гражданина в попугайском пиджаке. Да. Потом, я так как не видел первый сезон, мне не очень понятно, что за кольцо, которым они пользуются. Потому что это тоже какое-то явно важное сюжетное кольцо. По поводу кольца я могу дать некоторые объяснения. Вот интересно было бы послушать. Значит... Так, сейчас, извини. Это у меня какие-то глюки. Меня слышно сейчас? Да. Да. То есть у меня какие-то опять странные глюки были, то есть, ладно. Сейчас уже вроде все нормально. То есть, Дуч, а ты когда говорил, ты у меня буквально пропал, и я вообще не слышал, что ты говорил. Только конец. Ну ладно, бог с ним, ничего особенно важного. Да. Ну да, про кольцо. Вот, про кольцо, значит, в оригинальном сериале кольца не было, кольцо появилось только в фильме «Огонь, иди со мной». Там карлик в основном машет этим кольцом, и оно оказывается все время на пальце у следующей жертвы Боба. То есть кольцом отмечается жертва, и карлик показывает также Куперу это кольцо и говорит, что в следующий раз, когда он видит это кольцо у кого-то на пальце, тот человек умрет. И дальше на самом кольце там вставлен какой-то зеленый камешек, и на нем знак совы, как в Совиной пещере. Совиная пещера — это локация из оригинального сериала, в которой ничего важного в конце концов не нашли. Есть косвенные намеки, что Боб и Майк, когда они посещали собственные аватары, передвигались по реалу в облике сов. Поэтому та самая знаменитая фраза «совы не то, чем они кажутся». Ну и кольцо с изображением совы и с отсылкой к Совиной пещере. Ну и, собственно, этим кольцом обозначается следующий источник Гармонбозии, насколько я мог понять. Короче, в общем-то, силы. Открытых пояснений по кольцу никто не дает. Тут еще важная фишка в том, что у голема не действовала рука, на которой было надето кольцо. Насколько я понимаю, это кольцо — это проекция вот этой оторванной руки в явь. Нет? Ну, открытого пояснения по этому поводу никто не дает. Кольцом как бы манипулировал рука. Ну, то есть человек из другого места, карлик, короче. То, что сейчас стало деревом. Ну, значит, это кольцо и есть проекция руки в проявленный мир. Ну, наверное. Кстати, Дуч, вот ты сказал что-нибудь по поводу этих потерянных ботинок? Вот, или нет? Я вот как раз вот не слышал. Нет, по поводу потерянных ботинок я ничего не сказал, но
Тут сложно сказать что-то конкретное, потому что есть целый пласт колдовства, направленный на обувь. То есть это тоже важная колдовская хрень, но я в ней, к сожалению, не разбираюсь. Ага, вот я тоже подумал, что, может быть, это действительно намек на какую-то колдовскую. А с покойников вроде ботинки снимают, то есть они с них слетают. То есть вот такая, вот только вот это вот мне в голову может прийти. Хотя, может быть, действительно за этим что-то другое стоит. То есть вот здесь как раз на основной сюжет, как мне кажется, это не сильно влияет. Просто какой-то прикол такой. Вот. Так, ну что, мы все успели осветить? Или что-то не успели? По-моему, да. Я бы еще упомянул начальника ФБР, глухого чувака, которого играет сам Линч. Он явно является магом высокого уровня и сновидцем, и так изображен. Причем магом, который очень любит в шутливой манере выбивать точку сборки из собеседника. Прежде всего, вот этот его слуховой аппарат, многие маги высоких уровней пользуются каким-то таким приемом, чтобы со старта выбить точку сборки из тех, кто будет с ним беседовать. И слуховой аппарат для этого очень сильно подходит. Он, во-первых, добавляет харизмы, во-вторых, заставляет людей нервничать от того, что они все время вынуждены по прихоти собеседника кричать что-то или повторять постоянно. В-третьих, я бы не удивился, если бы этот аппарат вообще был бы не нужен или выключен к чертовой матери. То есть этот бы человек не был глухим. Ну, по-моему, на это есть конкретный намек, когда он вполне спокойно и тихо разговаривает со своим напарником, когда не хочет, чтобы их услышали. Но Ну, там он так, якобы есть выкручивает громкость. Там есть и второй намек на это, когда он, да, действительно выкручивает громкость. Можно это рассматривать как указание на то, что в обычной жизни он прикручивает громкость, чтобы быть более глухим, чтобы лучше вышибать точку сборки из людей. А с другой стороны, может, он помехи хочет скудоумие слышать. Но он явно в курсе того, что творится хрень какая-то вокруг, и он в первый раз послал Купера еще в сериале расследовать это дело явно с тем же намеком, как и этого Филиппа Морриса, который пропал в итоге в белом пиджаке мужик, тоже агент ФБР. То есть начальник здесь явно изображается как довольно высокоуровневый маг. Кстати, получается, Филиппа этого в белом пиджаке тоже захавали неорганы. Вот. Ну да, скорее всего, он пропал до Купера, так же, как Купер пропал. Кстати, по поводу общения с неорганами, например, очень хорошо показано, помните, старый такой фильм «Варлок» назывался. Там вот этот сам Варлок, колдун древности, вот пересмотрите фильм и обратите внимание, как он со всеми общается. То есть с неорганами, в принципе, можно общаться только вот в таком ключе, как это делает Варлок. Хотя он так общается со всеми. То есть он не вступает в какие-то отстраненные беседы, он либо задает конкретные вопросы, повторяет его каждый раз, пока не получит ответа, либо, скажем так, просит что-либо сделать и каждый раз повторяет свою просьбу, пока это не сделает. Кстати, да, вот я смотрел этот фильм именно после описания Дуча, действительно показан. Вот у меня Боб такое же впечатление колдуна древности как раз вот вызвало уже и неорган вот, по своему поведению. То есть именно вот как раз который слишком любил жизнь и из-за этой любви начал творить всякие непотребства. Так, по сюжету мы вроде так. Давайте посмотрим вопросы, которые тут были. Да, давай. Да. Может быть, что-то мы пропустили. Так. Ну, Вера еще говорит, что черный вигвам и белый вигвам. А в белом вигваме как раз вот этот большой, вот этот великан вроде бы был еще. Белый вигвам — это неоднозначная вещь. Он возник во второй половине сериала, который к Линчу мало имеет отношения. Там пытались объяснить черный вигвам более-менее рационально, если можно так сказать. Там Уиндем Эрл произносит такую фразу, что есть белый вигвам как вместилище или жилище духов, а черный вигвам является его тенью, которую должны пройти все духи на пути становления. И пока эти духи проходят стадию черного вигвама, они злые и вполне могут
растерзать тебя. Ну, не знаю, это к Линчу не имеет отношения. Вот и мне так показалось, потому что Белый Вигвам и вообще вот этот великан просто какой-то странный персонаж. Нет, великан — это персонаж линчевский. Он приходит в гостиницу к Куперу и помогает ему. Плюс в новом сезоне он дает Куперу послушать граммофон, поэтому все-таки это линчевский персонаж. То, что его использовали как-то не так, это понятно, другое немножко. Ну хорошо, но вот мне как бы его поведение тоже не совсем понятно, кем он является. Просто каким-то добрым духом, но, по-моему, это в сюжет что-то не сильно вписывается. Но он налил этому Куперу кофе в итоге в черном вигваме, так что, может быть, он был добрый. Ну вот, на мой взгляд, добрых персонажей там очень маловероятно, чтобы были. Вот, поэтому как-то ладно, оставим это на совести Линча. Так. Ага. 40 лайков народ нам тут добил, 42 лайка. Это отлично, действительно. Лайков не хватает. Так. Вот вопрос от Бангера. Товарищи маги, сценарные кошмары происходят уже в Астрале, не в Эноле? Нет, они как раз в Эноле. Потому они и сценарии, то есть сценарные. Это как раз показатель Энола. То есть там сценарии правит бал в основном. Они у всех одинаковые, эти сценарные кошмары, за исключением некоторых деталей. Да, разница только обстановка, но история всегда та же самая. Этих кошмаров буквально там шаблонных 10-12 штук на все человечество. Вот это и есть архетип. На самом деле, как раз вот это самые крутые, то, что можно назвать кошмарами. Так что Энол — это как раз и есть пространство архетипов. То есть про это не раз упоминалось. Так. Ну, вроде все, вопросов как бы нет. То есть вот про туфли, но это мы уже ответили. Так, задавайте вопросы, товарищи. Как нам кажется, мы вроде весь сюжет объяснили. Кто не понял, пересмотрите еще раз. Если непонятно, еще раз. Потому что... По-моему, единственное объяснение сюжета. Так оно и так понятно, что единственное. То есть, знаешь ли, а какое другое-то может быть? Другое и никакого и не будет, и быть нельзя. Так что, по большому счету, мы выдали самую страшную Линчу, над которой будет ломать голову там не 100 000 скудоумщиков, а может быть и миллионы. Вот, и придется там всем со всего мира так или иначе прослушать этот стрим. Ну, я, кстати говоря, вот что думаю, что скудоумщики какие-то, они даже и не поймут, о чем мы говорим, поэтому не могут пересказать. Вот что самое забавное, что даже объяснив иной концепции, все равно они будут непонятны тем, кто, в общем-то, не связывается, не имеет такого опыта инольного. Вот так и работают оккультные знания, между прочим. Они именно поэтому оккультные, что даже прослушав и переслушав, все равно человек не в теме, попросту ни хрена не поймет. Вот, кстати, Дуч, ты у меня опять это самое лагаешь. То есть вот я половину твоего этого самого не слышал диалога. Да, у нас и эфир лагать начал. Нет, у меня все в порядке, видимо, вас атакуют какие-то сущности. Ну вот, да, нас постоянно атакуют, потому что мы эфиры ведем. Вот. Поэтому больше медитируйте. Так. Ну, я больше вопросов не вижу. Ну, только спросили, как удачу накопить. А мы, кстати говоря, уже Вован вкратце и объяснил. Но это более сложная практика, и Вован, может быть, мастер-класс даст уже в каком-нибудь закрытом эфире. Но я считаю, что вот именно магия с удачей, это нужно уже иметь хороший опыт, уже понимать, что такое намерение, и как его использовать хотя бы. И чувствовать потоки силы неплохо бы.
Ну да, естественно, потоки силы чувствовать. А без этого знания это вообще как бы бесполезная, бесполезная информация. А может быть и вредная, потому что каждый понимает в меру своего, так сказать, слабоумия что-то. Так. Ну, значит, Я бы вопросов- объяснил наиболее просто. Вы должны применять свои намерения для того, чтобы отказываться от удачи в повседневности, если вы хотите накопить много удачи. Скажем так, не тратить ее по мелочам. Да, не нужно искать около метро потерянные ключи, не нужно бегать через дорогу в неположенном месте, не нужно там оказываться темной ночью в темном переулке и так далее. От вас здоровенные куски отваливаются, удачки. Такие Призывать автобус, чтобы он побыстрее пришел, чтобы перед вами переключился светофор и все такое моменты. Да, прочее. больше нейтральности. Останавливайте внутренний диалог и не хотите повседневно, чтобы вам быстрее повезло. Это как минимум первый уровень. Ладно, такую секретную информацию не стоит так вот выдавать, потому что у нас открытый эфир. Вот. Но я опять же хочу повторить, что действительно это любая практика должна приходить уже с каким-то опытом. То есть вот просто так, без опыта, она будет непонятно вообще, о чем. Не нужно в повальный ураган бегать по деревьям. У нас Кстати, я лагает заметил... эфир. Ладно, Да. давай сейчас он пролагается, да будем заканчивать. Ну Да что, можем уже заканчивать. такая хуйня малят. Пока-пока. Ну, я думаю, как выйдет больше серий, как больше понятно станет, что нам хочет Линч рассказать, так мы еще раз прокомментируем. Хорошо. Гой-гая! Гая-гой.